Здравствуйте, друзья! Насильно мобилизованные Россией и брошенные на убой жители Донбасса пожаловались, что Россия, которая заставляет их воевать, при этом не обеспечивает их даже формой и обувью, не говоря уже о бронежилетах, разгрузках и прочей экипировке. На российском канале «Солдатская правда», который поддерживает войну против Украины, вышло видеообращение вот таких мобилизованных жителей Донбасса, в котором они показывают, какую форму и какую обувь им выдают. Так вот, они рассказывают, что форму им дают на несколько размеров больше, из-за чего ее невозможно носить. Берцы им выдают разного размера или вообще не выдают, заставляя воевать просто в кроссовках. А вещмешки, которые им выдали, лежали на складах так долго, что они просто сгнили и рассыпаются в руках просто в труху. Берцы не дали. Сказали, в бою отберешь. Полотенце. Сейчас расстреляют. Развернуть. Выдали бойцам вещмешки. О, ля. Вот, покажи, ля. Ну, прорвалось. Что, пошли погулять? Я не хочу пока курить. В руках рвется. Выдали сапоги человеку. 45 размер и 43 размер. Да, вот. Мой позывной код, когда пришел в армию мобилизованным, мне выдали форму 56 размера. Мой размер 48, рост 3. Форму мне выдали 56, рост 4. Заниматься в ней физически никак невозможно. На 8 размеров больше, чем моя. Когда был поставлен вопрос по поводу бронежилета либо каски, тоже ничего не выдали. Бронежилет покупали родители, привозили мне сюда лично сами. За бронежилет они отдали 15 тысяч. С формой, которая в данный момент на мне находится, помогли волонтеры, к ним обратились, выдали по размеру четко и ровно. Берцы, соответственно, мне выдали 45 размера, мой размер берц 42. За этого родители покупали берцы, так же самое отдали за них 3000. Все это выглядит откровенным издевательством и намеренной целенаправленной насмешкой над этими людьми. Ведь, конечно же, для всех очевидно, что Россия могла бы, если бы захотела, обеспечить их формой и обувью так точно. Ведь российские власти, российские пропагандисты постоянно утверждают, что у России вторая армия мира. Ну и, может быть, они там не могут производить какие-то современные высокоточные технологии и образцы вооружения, но пошить форму или хотя бы купить где-то форму и обувь они-то уж точно могут. У них огромные бюджеты. Российское государство в предыдущие годы заработало сотни миллиардов долларов на экспорте нефти и газа. И, к сожалению, и сейчас продолжает зарабатывать. Но деньги у них-то на форму и на берцы точно есть. И, в принципе, официальная российская армия, российские наемники не испытывают такой нехватки. Они, по крайней мере, воюют в форме и в обуви. Чего не скажешь о так называемых армиях ЛДНР. То есть вот им ничего как раз не достается. И очевидно, что это происходит намеренно. Не потому, что у России нет, а потому что она не хочет давать. Вот то, что мы видим, это доказательство того, о чем я все время говорю. Россия целенаправленно, специально унижает жителей Донбасса. Она их ни во что не ставит. Для нее эти люди второго сорта. И россиянам вообще наплевать, что с ними будет. Они даже не заморачиваются такими мелочами, как отдать им какую-то обувь или форму. Их просто бросают в бой, и дальше вообще все равно, что с ними произойдет. Сначала этих людей максимально унизительно отлавливают на улицах просто как животных или похищают. Затем с откровенным презрением им вместо формы выдают лохмотья и вот так вот отправляют воевать. Мол, пошел вон, иди на фронт. И я не поверю, что все это происходит случайно, потому что мы видим, что к ним относятся с максимальным презрением и неуважением. Все построено так, чтобы максимально выразить человеку вот это пренебрежение. И я думаю, что это политика российского руководства, которая проводится сознательно, потому что б там ни говорила российская пропаганда, для российских властей жители Донбасса
остаются украинцами. А украинцы это для них люди второго сорта, которые не нужны, которых, в общем-то, не жалко. Ну, никак иначе то, что происходит, я объяснить просто не могу. Никакого другого объяснения нет. И в связи с этим мне непонятно, это за гранью моего понимания вообще, как какие-то люди из Донбасса, видя все это, проходя через все это, могут до сих пор любить Россию, уважать Путина, считать, что там все делается правильно, хотеть жить в этой стране. Это мне недостижимо. После всего, что они делают, после этого показательного пренебрежения, у меня просто нет слов. Я никак не могу это объяснить. Подписывайтесь на канал, друзья, потому что здесь звучит правда о том, что сейчас происходит на Донбассе, на неподконтрольной Украине его части. И обязательно поделитесь этой информацией, потому что очень важно такую информацию распространять.